Здравствуйте, уважаемые коллеги-айкидошники. Нет, я не призываю вас стать на темную сторону. Я просто собираюсь рассказать вам, как правильно защититься от коронавируса. И, конечно, такая амуниция здесь мало поможет. А поможет вам на самом деле вот гель для рук. Купите антисептический гель, пусть он будет всегда с вами. После тренировок, после семинаров, после посещения каких-то мест массового пребывания людей. Используйте. Это в большой степени вас защитит от бушующей сейчас инфекции. Итак, я хотел бы немножко вернуться назад, чуть-чуть. Из разговоров с моими коллегами я понял, что не совсем были понятны постулаты, которые я озвучил в 3, 4 и 5 выпуске путеводителя. И я хочу объяснить. Любая наука, айкидо, безусловно, относится к боевым искусствам и использует научные методы в своем развитии. Итак, любая наука, она базируется на определенной философии. Под философию создается теоретическая основа, которая является базой для формирования методов изучения и развития того или иного вида естествознания. В айкидо то же самое. Базовая философия была предложена Марихеем Уэсиба, который прошел тяжелый жизненный путь и не через боевые искусства, а через свой, используя свою харизму, талант руководителя, он к 50 годам проявил себя во многих видах общественной деятельности. И тогда только уже занялся развитием, собственно, и формированием нового боевого искусства, которое потом получило название айкидо. Он создал базовую философию, базовые философские принципы. И эти принципы я изложил в 3 постулатах, которые разобрал, повторюсь, в выпуске 3, 4 и 5. Но базовая философия, она требует определенной стандартизации. И поэтому была создана теория айкидо. Кишамару Уэсиба создал теорию и разработал метод, который различные мастера в дальнейшем формировали и немножко реконструировали. И таким образом айкидо получило развитие. Ну, основа теории айкидо, она была сформулирована в технических требованиях, в своде правил, в своде техник, которые рассматриваются, и экзаменационные требования, экзаменационная программа айкидо. Эта работа сформировала законченную систему, когда без соревнований люди получили возможность демонстрировать свой технический рост и попали в систему градаций боевых искусств того времени. Но, как мы знаем, почти одновременно с айкидо возникли карате, дзюдо. Это уже были спортивные дисциплины, которые в свою очередь опирались на такие же боевые искусства. В настоящее время только айкидо, оно сохранило свой несоревновательный принцип, потому что он лежит именно в основе базовой философии айкидо. Это я разбирал в постулатах. Итак, но сегодня тема разговора о другом. Сегодня тема разговора об укеме. И больше даже о правильном восприятии, что же такое укеме. Так сложилось в современном айкидо, что под укеме воспринимается способность не получить травму при падении. Выполнение кувырков вперед-назад, кувырков с колен, кувырков со стойки, высоких страховок вперед и высоких страховок в бок и назад, да, боковые и различные формы группировки при падении. И вот в основном под укеме все понимают именно это. Но термин и понятие укеме гораздо более широкое. То есть это искусство, не то что искусство падать, а искусство двигаться в атаке, искусство правильного движения, искусство правильного избежания получения травм и в то же время умение давать энергию своему партнеру. Люди, когда выполняют укеми, когда атакуют и работают в качестве уки, они не воспринимают свою работу как законченную форму. Все ориентируются на работу тори. И под айкидо подразумевается работа тори. Но работа уки, она имеет такой же совершенно смысл и ровно такой же технические точности, которые необходимы для создания единой формы уки и тори. Мы помним, что айкидо, да, одно из определений, которое я давал на более доступном и нам языке, это
способ изучения взаимодействия. Вот. То есть, как мы изучаем взаимодействие, неважно. Всегда есть какой-то конфликт, происходит взаимодействие. Вот этот метод мы изучаем через айкидо. Итак, когда уки атакуют, существует две разновидности уки, которые, на мой взгляд, обе не говорят о правильности работы и немножко, не немножко, а далеки от правильной работы уки. Бывают уки, которые, я бы сказал, являются такими мертвыми. То есть они ударили и застыли на месте. Провели атаку, захват и застыли на месте. Они ждут того, что Тори сделает какое-то волшебное движение, выведет их, и они будут стоять и ничего не делать. И второй тип уки — это те, которые наоборот. Они двигаются, зная технику, они упреждают работу Тори и стараются упасть, и зачастую падают даже раньше, чем это нужно. И не давая тем самым Тори получить максимальный опыт из взаимодействия, из этого процесса движения и совместного слияния с атакой. И тот способ не совсем верный. Но, на мой взгляд, второй, этот живой уки, который двигается, он предпочтительнее, потому что живой уки, он всегда проходит, чуть быстрее, но проходит этот путь. И всегда проще его попросить не торопиться, остановиться и чуть-чуть вернуться в своей траектории. Ему это проще сделать, потому что он ее уже прошел. Он может эти движения как-то вернуть и дать своему партнеру проработать технику более качественно. А мертвый уки, ему придется делать несвойственное ему движение, и это очень трудно, очень сложно его обучить, научить правильному движению. Такие говорят, а пусть он меня сдвинет, а тут я захват, и он мне ничего не сделает. Ну, это говорит такое о психологическом противодействии, психологическом состязании. Но, понимаете, мы должны состязание исключать. Это не укладывается в базовую философию айкидо. И вот такое поведение уки, оно выпадает. Конечно, более правильный уки — это тот, который двигается, но знает, куда он двигается. Он представляет траекторию и знает, как по этой траектории надо двигать, как перемещаться по этой траектории. Естественно. И потом, как переходить, выполняя укеми в форме кувырков и завершающие форму укеми, да, завершающие взаимодействие. Очень много для правильного воспитания и обучения уки очень важна работа инструктора. Часто инструкторы не разбираются в деталях взаимодействия уки и тори, а предлагая только работу тори, они, желая показать эффективность той или иной техники, нарушают тайминг, нарушают определенные скоростные взаимодействия. Например, могут на одно действие уки сделать 4 действия своих и показывать, как вот тут эффективно все происходит. Или такие инструкторы часто, начиная технику в медленной форме исполнять, какой-то ключевой момент входят быстро, заставляя, естественно, уки менять способ страховки. Это очень травмоопасно, и это неверно, потому что при таком способе мы не изучаем работу уки и работу взаимодействия. То есть просто такой инструктор использует это как трюк. Он на больших скоростях меняются углы, меняются определенные взаимодействия, включается уже и гравитационная составляющая на больших скоростях, и вот он это использует. На мой взгляд, это не совсем честно, а посмотрите, это многие так делают. Это, опять же, попытка утвердиться там какая-то. Если вы хотите нормально и честно изучать айкидо, то не делайте для себя вот таких слепых зон. То есть прохождение какой-то формы или какого-то элемента на повышенной скорости. Там. Потому что тори не может быть быстрее, чем уки. Да? И уки не может быть быстрее, чем тори. То есть это мы одинаковые, мы меняемся местами, и мы сначала один атакует, потом другой принимает атаку и так далее. И мы всегда двигаемся с одинаковой скоростью. Вот. И вот это взаимодействие, оно, та грань, которая происходит при этом взаимодействии правильных движений форм уки и тори, она называется авасе. Авасе — это взаимопроникновение, это чувство, что делает партнер от обоих партнеров. Уки атакует, он не перестает постоянно
чувствовать действие тори, как происходит взаимодействие. Тори, соответственно, он также берет под контроль движение, вход, и он контролирует движение уки, понимая, что происходит. Таким образом, мы получаем очень мощный опыт и улучшаем свое айкидо значительно. И айкидо приобретает новые краски, нам становится интересно его изучать. Вот, пожалуй, и все на сегодня в этом выпуске. Будьте здоровы. Опять же, не пренебрегайте гигиеной. Это наиболее эффективный способ защитить себя и остаться здоровым, и продолжить практику айкидо. Хорошего настроения и здоровья. До свидания.